Приветствую. Расскажу вам про шаманскую болезнь. Очень много толкований этой штуки. И мне кажется, что рассуждают и рассказывают о этой странной болезни люди, которые абсолютно не испытали, не прошли через это очень неприятное испытание, которое мне очень не понравилось, и длилось оно около 4 месяцев. Начну издалека. После моей жизни в Монголии у моего друга, шамана, учителя, я получил от него посвящение, работал с его прихожанами. И какое-то время нас пришло, мне нужно было уезжать домой. Приехав домой, шаман, я тут шаман, и ладно, и шаман. Наверное, через месяц или через два началось что-то непонятное. Сначала поднималась температура. Ни с чего. Работал я дома 2-3 дня, и температура. Нигде я не был, никакой вирус я не хватал. Температура под 40, меня валяет. День валяет, 2 валяет, на утро резко все проходит. Бывало, что и днем падает температура, и я себя прекрасно чувствую. С чего? Непонятно. То есть эта болезнь не поддается никаким вот этим вот врачебным диагнозам или анализам, не знаю, как назвать эту замуту врачебную. В общем, ничего общего с врачебными анализами, диагнозами она не имеет. Также резко могла начаться ломота. Ломила кости, суставы. Такое впечатление, что я разваливаюсь пополам, и такое впечатление, что я сегодня умру. Вот все выкручивало, абсолютно все, и это тоже происходило. И точно так же резко заканчивалось. Следующая пренеприятнейшая штука – это тошнота. Могла начать тошнить, ни с чего, просто вот ни с чего и все. И также резко прекращаясь. Еще одна пренеприятнейшая штука – это понос. Срач мог начаться в любое время, в любом месте. Кушал ты, не кушал. Я пробовал вообще по 2-3 дня не есть, и все равно с меня что-то выдавливало. То есть ты сам себе не принадлежишь. Абсолютно. То есть ты не можешь, я не мог себе планировать никакие дела на сегодняшний, на завтрашний день, потому что, запланировав на завтра, проснувшись утром, я постоянно жил в туалете на горшке. Выбивало полностью, планы никакие нельзя было построить. И, естественно, потеря сил. Вы понимаете, что такое при диарее потеря сил. То есть у меня не оставалось сил, и я лежал пластом, не понимая, что со мной происходит. Единственное, что я заметил, что с каждым разом вот эта цикличность, допустим, переболел я поносом. Прошел там день, 2, 3, прошло. Бывает 1 день, и все. Что-то нового приходило в сновидениях. Я лучше понимал, слышал, чувствовал тех духов, которые со мной взаимодействуют. Или энергоинформационные субстанции, как вам понравится. Я чище воспринимал ту информацию, которую они мне дают. И с каждым разом происходило все чище и чище, лучше и лучше. И, как знаете, телефонный разговор. Хруст прошел, эхо прошло, шуршание прошло, что-то. И я слышу собеседника гораздо лучше. Но после, наверное, месяца, может быть, 3 недель вот этой вот пренеприятнейшей болезни, я связался с шаманом со своим, и он радостно воскликнул, что Дима, ты теперь настоящий шаман. Я говорю, что настоящий шаман сидит на горшке?
Говорит, нет, это тебя приняли духи, и у тебя началась шаманская болезнь. Я говорю, ну слушай, вот это все вытряхивают из меня. То сопли, то, понос, то температура, то меня тошнит. Причем не тошнит, а рвота начинается. Что это за хрень? И он мне объяснил, что духи простраивают твое тело для лучшего восприятия, для лучшей передачи информации через тебя. То есть шаманом невозможно стать, если духи тебя не приняли. Поэтому сама шаманская болезнь никакой вот чисто вот какой-то нет. Я был, конечно, рад, что духи меня приняли, но таким образом вытряхивать, перестраивать, ломать, тошнить, срать, болеть. Я вроде как бы не договаривался. Но хорошо, что у нас не зашло, не заходило разговор об этой шаманской болезни в бытность мою жития в Монголии, а то, конечно, мне бы это, я бы, наверное, этого опасался. Ну так вот, шаманская болезнь, кроме перечисленных признаков, которые неприятные и могут возникнуть сию минуту и через 3 часа закончиться так же резко, как и начаться, самое основное – это более чистое, понятное восприятие передачи информации духами. Я тогда уже работал с людьми, и я понимал, что мне нужна только картинка, мне нужен только человек на диагностике, допустим, которую я провожу, чтобы я увидел его, и тут же я знаю, то есть я задаю несколько вопросов, и тут же я знаю, то есть духи знают мной. Так вот, чище и чище с каждым разом это происходило в период вот этой шаманской болезни. Поэтому, если она вас посещает, если вы чем-то занимаетесь, то знайте, что если информация чище, быстрее, лучше не стала приходить к вам из информационных полей, от духов, то есть что-то такого, улучшение вашего эзотерического восприятия не стало, то это просто либо отравление, как-то что-то не то сожрал, наверное. Ничего общего не имеет с шаманской болезнью. И еще вопрос в шаманской болезни. Если вы в шаманизме, если у вас есть бубен, если вы выполняете какие-то шаманские практики, если вы умеете и практикуете измененное состояние сознания, если вы живете, воспринимая мир через призму шаманизма, тогда, вероятнее всего, если духи вас заметят, то это произойдет. Просто так вы там водитель, не знаю, повар, клерк или еще кто-то. И я думаю, что это редчайшие случаи. Я знаю таких людей, но это не совсем шаманская болезнь. Они пробуют немножко простроить, что будет делать человек. Увидит он нас, не увидит, услышит или не услышит. Они выбирают нас по вибрациям. Это мое представление. Поэтому, если у вас есть какие-то не совсем нормальное восприятие мира, если вы что-то видите, слышите, если вы не такой, не такая, как все, если вам снятся яркие сны, вы с кем-то общаетесь, осознаете себя во сне, если вы не понимаете, как с этим совсем быть, куда это девать и как это использовать, приходите либо ко мне, либо поищите того практикующего, может быть, шамана, может быть, просто практикующего человека, который постоянно находится и легко входит в измененное состояние сознания. За счет этого вы ускорите свое развитие. В общем-то, все развитие будет состоять только во взаимодействии, вернее, не только, а будет состоять в вашей реализации через взаимодействие с людьми, то есть через людей, через исцеление, через помощь людям.
Не затягивайте, у меня есть 30-минутная диагностика, вы можете прийти, я посмотрю вас по видеосвязи, либо найдите того человека, который вам заходит, который откликается, темы, которые он поднимает, вам интересны и важны. Идите к нему, и, возможно, духи вас примут, и вы станете помогать людям, то есть станете целителем.